стали обращаться люди с просьбой подсказать им классного автора, перспективного автора, канал, который сможет в будущем, по нашему мнению, дать хорошие результаты. И если раньше это было какие-то единичные случаи, если раньше это было какой-то там раз в неделю, то теперь буквально каждый день мы получаем заявки от людей, которые действительно готовы стать владельцами либо совладельцами каналов, но при этом не хотят сниматься. Они рассматривают каналы как инвестицию. Они хотят при помощи канала, при помощи автора, при помощи контента начать зарабатывать. То есть сейчас ставки по процентам в банках равны там буквально нулю. Ничего, недвижимость, она теряет свою доходность, наверное, с каждым днем. И все больше и больше людей, у которых есть свободные финансовые средства, хотят их инвестировать, но в цифровой продукт. Одним из этих цифровых продуктов являются YouTube-каналы «Перспективные авторы». И это, скажем, такой хороший тренд. Почему? Потому что есть, мы знаем, несколько классных авторов, несколько классных каналов, которые в буквальном смысле катастрофически нуждаются в деньгах. Все бы хорошо, но эти деньги нужны этим каналам как воздух. Поэтому мы предлагаем своим знакомым, только знакомым, пока знакомым инвесторам рассмотреть тот или иной канал. Но когда мы начали это дело предлагать, когда мы начали связывать уже владельца канала и инвестора, мы получили огромный пул вопросов, и сегодня я хочу вам эти вопросы просветить, чтобы не занимать время уважаемых людей, которые хотят инвестировать в чей-то YouTube-канал. Сегодня мы разберем ряд вопросов, и я вам очень рекомендую это посмотреть перед тем, как вообще задумываться об инвесторе, перед тем, как искать его, перед тем, как готовить ваш там спич, перед тем, как готовить презентацию вашего канала, потому что это будет полезно тем, кто уже стоит на пороге поиска и привлечения финансов. Слышно нормально, да? Да. Если есть вопросы, задавайте их под этим видео, и мы их с радостью сегодня озвучим, либо озвучим на других наших видео. Итак, друзья мои, консультации и инвестиции в ваш канал. Если вы затеяли классный проект, у вас уже начало получаться, и вам нужны деньги, скиллы, консультации от специалистов, заполняйте эту форму. Но помните, форма будет внизу, что инвестиция это все-таки для масштабирования, для того, чтобы у вас был канал, в который можно было дать какой-то волшебный пендель финансовый, и он мог вырасти кратно, в разы, в несколько десятков раз. То есть пока у вас не будет какого-то кэша, то есть пока ваш канал еще не вышел хотя бы на какие-то деньги, говорить про инвестиции не стоит. Есть, конечно, такие инвестора, венчурные инвестора, которые начинают инвестировать в каналы, в проекты на ранних стадиях, называют такие пассивные стадии, но они очень и очень дотошные, и получить от них деньги можно, если осторожно, но процент, который у вас останется от канала, совсем вас не порадует. Это тоже правда. Поэтому сегодня я приготовил вам 5 вопросов. Постараюсь 5 обсудить, и я думаю, что эти вопросы будут вам интересны. Итак, какие деньги дешевле всего? Представим, что вы начали искать инвестора для своего канала. Но я думаю, что 80% из вас даже не представляет, какие деньги являются самыми дешевыми. Вы почему-то считаете, большинство из тех, кто к нам обращается,
что я читаю ваши комментарии, что самое главное это найти инвестора, и тут уж попрет. У вас появится там добрый дядька в пиджаке с галстуком, скажет: ребята, макбуки покупаем, камеры самые лучшие, локации Мальдивы, берем Мальдивы, не надо Мальдивы, давайте Вьетнам, группа поедет, да, и ваши семьи также поедут, все поедем и будем снимать ваше чудесное видео. Проснитесь, такого не бывает. Инвесторы это злые дядьки, которые хотят по максимальному отжать у вас все, и чтобы вы были в рабстве. Вам в лучшем случае оставят 10%. И потом эти 10% по договору вы обязаны будете отдать, потому что вы не сделали что-то, то-то, то-то. Прав на этот канал у вас не будет никаких. Почему? Потому что такие удобные дядьки-инвесторы, они потому и богаты, потому что они умеют не только заработать это, они умеют это сохранить. И у них есть юристы, у них есть там консультанты, у них есть огромная армия людей, которая защищает их интересы. Нет, пока вы плывете в одной лодке, эта армия будет защищать ваши интересы. Но мы же помним, что кто заказывает музыку, тот и танцует. И вот в один прекрасный день, потому что вы по своей наивности, либо по своей дурости не прочитали пункт договора, как это сделал я, и оказалось, что вы там никто, и звать вас никак, и что вы просто наемный автор, который генерит идеи, который снимается в видео, и который, в принципе, получил за все это денежную компенсацию, в чем он и расписался. Давайте все-таки разберем, какие деньги самые дешевые. Итак, я для простоты разбиваю их на 3 части. Первые деньги – это деньги ваших родственников. То есть давайте представим, что у вас есть деньги ваших, там, не знаю, у бабушки, у друга, у коллеги по работе, у жены, у мамы, внучки, да, или у вас есть какая-то недвижимость, там, жилая, не жилая, там, неважно, у вас есть машина, то есть то, что вы можете продать и получить кэш, получить наличку. Это первая часть денег. Вторая часть денег, которую вы можете получить, это деньги в банке. То есть вы можете не продавать квартиру, вы можете взять деньги под квартиру, под машину, под гараж, под свою почку, не знаю, под что угодно, то есть кредит в банке – это вторая история. Сразу хочу сказать, что российские банки далеко не американские или швейцарские банки, и они не готовы вам под вашу чудесную идею давать деньги. Они дают деньги только под что-то, что можно быстро продать. Вашу чудесную идею продать они не готовы и заморачиваться не будут. И третья часть марлезонского балета – это деньги от инвестора. Конечно, скажете вы, это самое классное, потому что инвестор приходит не только с деньгами, но он приходит и со скиллами, с навыками, с опытом. Он может дать полезные советы, дать консультации, привлечь, потому что у него, у того, кто есть достаточное количество денег, у него уже есть круг общения людей, и он может быстро решать вопросы. Но давайте разберемся в этом более подробно. Допустим, нам нужно $500 тысяч инвестиций. Мы рассчитали, у нас есть бизнес-план, и мы не можем ничего продать. То есть здесь вариант такой, я бы назвал это MVP. То есть сделайте минимально жизнеспособный продукт, на который вам нужны деньги, на который вы можете масштабировать. Давайте сделаем все гораздо проще. Представим, что вам для ровного счета нужно, чтобы стартовать, нужно $50 тысяч. Вот $50 тысяч вам нужно. Вы приходите в банк, вас посылают в долгое пешее путешествие, вы приходите к родственникам, вас также посылают в долгое путешествие и говорят, что типа денег нет, но вы держитесь. Давайте еще снизим ставку. Давайте представим $5 тысяч. Я думаю, ну, для ровного счета 10, давайте так, десятку.
Будем честны, десятку найти у родственников довольно просто. Десятку найти в банке тоже довольно просто, то есть можно в принципе взять деньги, там, потребительский кредит на покупку автомобиля или там под залог чего-то, то есть 10 можно найти. Также в мире существует огромное количество людей, которые считают себя инвесторами и готовы инвестировать в ваш канал 10 тысяч долларов. Вот давайте рассмотрим эту самую ситуацию, чтобы вам было проще, на простом примере, какие деньги самые дешевые. Итак, вы пошли к друзьям, к знакомым, к бабушкам, к тетям, пали ниц, посыпали голову пеплом, попросили там 500, там 1000, там 2000, там 3 и собрали десятку. Всем отдали расписки, всем там пообещали, клятвенно там заверили. И в случае, когда ваш канал стреляет, вы раздали эти деньги тем, у кого брали, если вы порядочный родственник, а не тот, кто берет чужие, а возвращает свои. Вы раздали эти деньги, ну и тети там купили шампанского, дяди купили коньяка, бабушке купили новую палочку, там трость, там, да, или там просто поухаживали за ней, все счастливы. То есть вы взяли 10 и вернули, ну пусть с процентами вы вернули там 10-200, там 200 на презенты. Это первые деньги ваши. Вторые деньги в банке. Там все гораздо прозаичней. Вы взяли 10, обязаны вернуть 13. Это в лучшем случае, там через год или через 2. То есть вы взяли, потребительские кредиты, они самые такие, ну, процентоемкие, взяли, вернули 13. То есть вы на свой канал YouTube взяли 10 тысяч долларов, и вам надо потом с того дохода, который придет с вашего канала, вернуть 10,3%. Инвестор. Инвестор хочет дать вам тоже 10 тысяч долларов и хочет, заметьте, он не хочет 20% или 30% или 50%. Он хочет заработать кратно. Он хочет заработать иксами. То есть он дал 10, и если он в вас поверил, то он хочет заработать 20, 30, 50. Теперь самое интересное. Давайте представим, пофантазируем, пофонтанируем, что у вас действительно офигенный проект, который выстрелит. И вот 3 варианта. То есть представим, что спустя какое-то время вы взяли 10 тысяч долларов, и у вас через год получилось так, что вы продали рекламу на 100 тысяч долларов. В 3 случаях. То есть, но вы взяли, то есть Вася взял деньги у родственников, Маша взяла деньги в банке, а Саша взял деньги у инвестора. Итак, Вася, который взял деньги у родственников, получил через год 100 тысяч долларов. Он раздал родственникам 10 тысяч, на радостях еще 1000 набросил на подарки, счастлив, у Васи в кармане 89 тысяч на развитие. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий. Вася, вернее Маша, взяла в банке 13, получила 100. Она отдала банку, взяла в банке 10, получила 100, отдала банку 13, ну, у нее в чистом сухом остатке 87. Я, Саша, взял у инвестора десятку, получил, внимание, 100, но 60 с этой сотни отдал инвестору, потому что он у меня выкупил 60% моего канала за 10 тысяч долларов. А теперь вишенка на торте. Вася, который отдал родственникам 10 тысяч долларов, он не должен больше никому. У него есть 89 тысяч долларов на развитие канала. Маша, которая отдала банку 13 тысяч долларов,
тоже не должна больше никому, и она 87 тысяч долларов держит для своего канала. Саша дурачок, который взял деньги у инвестора, и даже при самом удачном раскладе в любом случае он будет впахивать, но доходы от канала он будет делить вместе с инвестором. Потому что представим еще более классную ситуацию, когда через год ваш канал приносит $1 миллион. Вася получает $1 миллион чистыми. 100 тысяч дает на продакшн, операторам, сценаристам, туда-сюда, но у Васи все здорово. У Маши также все здорово. У одного Саши лопуха ничего здорового нет. Потому что из $1 миллиона, который принес канал, он 600 тысяч отдал инвестору, 100 тысяч отдал на развитие, там, на операторам, сценаристам, монтажерам, и 300 оставил себе. А теперь, если вы считали на листике, ответьте для себя, какие деньги самые дешевые, какие деньги стоит искать и когда необходимо искать инвестора. Потому что многие из вас, владельцы YouTube-каналов, почему-то считают панацеей или такой волшебной таблеткой. Сейчас нас заметят там взрослые дяди с тугими кошельками и уж как надают. Столько надают, что не потянете. Поэтому, друзья мои, прежде чем искать какого-то инвестора, прежде чем искать деньги на развитие канала, подумайте запасные пути и найдите самые дешевые деньги. Пара-барабам. Следующий вопрос, который я бы хотел с вами обсудить, это вопрос Итак, друзья мои, если вам нужны консультации и инвестиции для канала, вы в правильном месте и смотрите правильное видео. Итак, где же искать инвестора для своего YouTube-канала? Это классный вопрос, и я сам задавался этим вопросом несколько раз. А потом, спустя какое-то время, я понял, что люди, которые готовы инвестировать в каналы, они приходят сами. Почему? Потому что у этих людей, у больших людей, у них есть специальные агенты. Эти агенты нанимают таких, как я, и делают аудиты этих каналов, делают перспективы роста, то есть они нанимают других людей, консультантов, которые рассказывают этим консультантам, насколько перспективен тот или иной канал, какие у него есть ошибки, какие есть способы монетизации этого канала, какой автор. Ищут ошибки для чего? Отчасти для того, чтобы опустить автора по цене, и отчасти для того, чтобы создать картину мира для инвестора. Если вы думаете, что вот такие сидят инвесторы, такие пузатенькие, в пиджачках, в галстуках, в своих там Бентли и Брабусах, и мониторят YouTube, и такие: о, это же Маша, шедевр, верю, у Маши все получится. Ну, вовсе не так. Я даже скажу больше, они в YouTube заходят, наверное, по субботам с детьми смотреть мультики, и ваши каналы не видят. Для инвестора YouTube-канал – это прежде всего способ приумножить свои деньги. Не ваши деньги, а свои деньги при помощи вас. И консультанты, которые работают на этих самых инвесторов, они создают им портфели, допустим, куда можно инвестировать и куда нежелательно. И вот там нет такого слова «сюда нельзя». Они не захламляют голову, шикарную голову человека, который уже чего-то добился. Поэтому, когда вы считаете, либо там вам кто-то обещает, что найдет вам инвестора, или там станет вашим инвестором, поверьте, вот на моем личном опыте, когда у вас будет перспективный канал, когда в вас консультанты заметят перспективную личность, которую можно поймать на ранней стадии, то есть пока вы еще не зазвездели,
То есть, ну, чтобы вам было проще, совсем-совсем проще. Все знают Гудкова из КВН. Ну, многие знают, да, там вот такой там Гудков, классный парень, с города-героя Ступино. И мало кто знает, что этот шедевральный человек, который там сначала у него была вместе с сестрой, он сделал команду там Федор Двинятин, назвал ее, потом они, и у него только спустя 8 лет у него стало получаться, его начали узнавать, потому что он перешел на большой экран, то есть он перешел в КВН, высшую лигу. 8 лет этот человек играл в КВН там в Ступино, какие-то делал там сценки туда-сюда, и вот инвесторы ищут не Гудкова, который сейчас зарабатывает своим лицом миллионы долларов, и который сейчас по рейтингу Forbes шоу-бизнеса занимает первую строчку. Они ищут того, кто в самом начале организовывает вместе с сестрой этот самый группу эту для КВН, делает сценки. Почему? Потому что в этом случае с ними можно договориться на очень шикарных условиях. Представьте, то есть вот мало же кто знает, очень много таких моментов, которые есть, которые работают, да, вот до сих пор. Тот же самый, к примеру, если вот парням будет, наверное, интересно, если брать совсем-совсем хорошие такие живые примеры, ну кто у нас совсем живые примеры? Нурмагомедов, вот этот боец UFC, номер 1 сейчас, да, по рейтингу UFC. Мало кто знает, что у него была подписка с другим клубом, и по ней он не мог выезжать за пределы России без разрешения этого клуба. И великолепный боец UFC через Минск летал в Нью-Йорк, там, в Арабские Эмираты для того, чтобы сражаться. Почему? Потому что вовремя, вот инвесторы это те же самые люди, которые хотят заработать. И их агенты, они, чтобы вы понимали, их агенты, они выбирают перспективных, потому что с вами в самом начале можно договориться на очень выгодных не для вас, а для инвестора условиях. И если вы думаете и живете в мечтах, что вы отдадите на начальной стадии 10% или 5%, или 6%, там, да, или мы договоримся полюбовно на 12%, то на моей практике, в 6 сделках, в которых я участвовал, цифры были другие. Они были от 60% вы отдаете за что-то, за деньги, за компетенции, за советы, за то, что вас просто поднимут. Теперь внимание, здесь очень важное слово не до, а от 60%. И еще один совет. Многие бегают с идеей и думают, что они под эту идею найдут инвестора. Хочу вас, друзья мои, разочаровать. Инвесторы не покупают идеи. Инвесторы покупают команды, которые уже реализуют эти идеи, и эта идея доказала свою жизнеспособность. То есть она уже приносит деньги. Еще раз, если у вас есть идея, то бегать с этой идеей по рынку и предлагать искать инвесторов, которые будут инвестировать туда, это бесполезная трата времени. Выкиньте это вообще из головы. Если у вас есть идея, есть канал, но нет монетизации этого канала, вы даже не понимаете, и у вас нет там 100, 200, 300, 500, 1000 долларов в месяц заработка с канала, тоже никто не будет даже рассматривать это, потому что это называется плод ваших больных фантазий. То есть доказательство для инвестора – деньги. Доказательство для человека, который работает с деньгами – это деньги. Если ваша идея хороша, то почему она до сих пор не зарабатывает? Понятно. Вывод, резюмируя. Отвечая вам на вопрос, где искать инвестора для канала, ответ прямой, честный и открытый.
делайте канал, делайте успешный канал, и консультанты, представители этого инвестора придут к вам. Они придут к вам в самых, как это называется, неудобных вариантах. То есть они будут представляться, что типа здравствуйте, я инвестор и хочу дать вам денег в ваш канал. Они зайдут сдалека, они предложат вам купить рекламу на вашем канале, узнают, есть ли у вас отдел продаж, узнают, какие ваши показатели вашего канала, потому что таким способом они смогут порыться в внутрянке. Они наймут таких, как я, которые помогут им проанализировать, чем дышит ваш канал, что вы за автор, какое видео вы используете, какие есть перспективы. Поэтому, если вы хотите ускорить, скажем так, становление своего канала и еще лучше запаковать его для потенциального инвестора, то проще всего заниматься презентацией канала. Но презентация канала должна идти вместе с монетизацией. Аксиома проста. Если на вашем канале, если ваш канал не зарабатывает деньги, то это не канал, а ваша фантазия. Но в этом есть и положительные, и отрицательные. То есть вы ставите себе еще одну дополнительную метку, вы ставите себе еще одну дополнительную цель, это сделать ваш канал интересным для инвестора. А он будет только интересным для инвестора в одном случае, если он будет зарабатывать. Но и даже без инвестора вы же хотите, чтобы ваш канал зарабатывал. Поэтому, друзья, если хотите более подробную консультацию, и если вы считаете, что ваш канал достоин уже и готов к поиску инвестора, заполните форму под этим видео максимально подробно. И если наша группа посчитает, что вы как автор, ваш канал достоин внимания наших знакомых, наших людей, которые обращаются к нам за поиском перспективных авторов, то мы обязательно ваш канал покажем. Но это не гарантия от слова вообще. То есть вы там послали, и не надо писать 20 раз там типа ну что там, ну что там, ну что там, ничего там. Да? То есть вся эта история именно про то, что это действо, друзья мои, для тех, кто действительно хочет развиваться, масштабироваться и зарабатывать на канале. Пора барабам. Я вижу, да. А? Да. Дальше вопросы. О, классный вопрос. Зачем нужны деньги и кто их может дать? Друзья мои, мы уже с вами обсудили, какие деньги самые дешевые. Мы уже обсудили, где можно взять эти деньги. Но давайте с вами еще разберем один интересный вопрос. Это зачем вам нужны деньги? Потому что это первый вопрос. Нет, второй. Первый вопрос будет, знаете какой? Первый вопрос будет очень и очень неприятным. Почему ваш канал не унылое говно? И если вы ответите за минуту на этот вопрос, то будет второй вопрос, который будет звучать так. Зачем вам нужны деньги? И вот на этот вопрос у вас должен быть четкий ответ. Многие, которых я слышал, начинают расплываться просто маслом по древу. Да, начинают фантазировать. Запомните, вам дадут деньги только в случае того, если эти деньги сделают еще большие деньги, больше ни на что. То есть ему не интересно, что у вас там какие-то проблемы, там надо уйти с работы, там туда-сюда. То есть сформулировать четкую позицию, зачем вам нужны деньги, надо до общения. У вас должна быть четкая план
четкий план. Ты отойди туда с горизонта. Просто когда оператор на заднем плане делает зарядку, а я говорю про деньги инвесторам, то я немножко сбиваюсь. Вот. Это можно, знаете, там поставить такие группы такие. Я не думаю, что вы не смотрите. Ну и так дальше. Итак, у вас должен быть четкий, внятный ответ на то, зачем вам нужны деньги. Теперь давайте порепетируем. Давайте пофантазируем. Представьте, вы пришли. У вас есть 5 минут времени на разговор с инвестором. Эти люди принимают решение быстро лишь потому, не так, что они там типа, я вижу вас, я сканирую вас, там, я вот поверил в вас. Нет, у них уже есть листик А4, где написана вся ваша история, вся ваша недвижимость, все ваши долги, выписки с банков, кому вы что должны, как это, что, в чем. Почему? Потому что очень часто третьим вопросом, то есть первый вопрос у вас какой? Почему ваш канал не унылое говно? Второй вопрос, зачем вам нужны деньги? Когда вы отвечаете на этот вопрос, зачем вам нужны деньги, вы получаете в плечи третий вопрос. А почему вы не продадите свою квартиру и не инвестируете в проект, в который вы верите? И вот это называется ловушка. Потому что если вы скажете, что мне негде будет жить, и там я не знаю, что там, вот я туда-сюда, я ищу инвестора, то это будет не звонком, а колоколом в том, что вы не верите в успех своего проекта. И это будет началом вашего конца. Дальше разговор очень часто завершается. Поэтому, если вы хотите грамотно подготовиться к презентации вашего канала, если вам действительно есть что показать, если вы действительно верите в успех вашего канала и вам нужно инвестиции со стороны, оставьте заявочку ниже, заполните, и если нам понравится ваша идея, ваша задумка, вы как автор, то мы обязательно свяжемся с вами. Пора барабан. Следующий вопрос. Когда не стоит рассчитывать на деньги инвестора? Ну, ответ очень простой. Многие живут в мире фантазий. Они думают, что у них есть такая классная идея, за которую люди готовы заплатить, которую люди могут украсть и скопировать. Ко мне каждый день, ну не день, раз в 2 дня приходит какой-то индивидуум, это женщина, мужчина, неважно, разный пол, разный возраст, с такой вот фразой: Александр, у меня есть классная идея канала, и я хочу, чтобы вы стали его продюсером. Какая идея, вопрошаю я? Я не могу вам сказать. Потому что если я скажу, вы сможете сами эту идею сделать, и я останусь ни с чем. И вот это, друзья мои, сразу ставит на авторе крест для меня. Потому что автор не понимает, что идею, то есть на идею, первое, нет авторских прав. Во-вторых, любая идея, которая пришла вам в голову, она уже где-то реализована. Просто есть 2 пути. Либо эта идея реализована, и вы просто не умеете ее искать, либо эта идея реализована, но она не выстрелила, и за счет этого она не востребована. Все. Вся остальная петрушка с вашими идеями не стоит выеденного яйца от слова вообще. Почему? Потому что люди, инвесторы, которые покупают, инвестируют куда-то, они не покупают идеи. Они покупают команды, готовые эти идеи реализовать. Команды, которые уже доказали свою жизнеспособность. Команды, которые доказали свою сплоченность и
возможность продолжать это и масштабировать. Давайте представим, чтобы вам было совсем просто. Вот представьте, у вас есть шикарная идея. Представим, что она есть. Вот у вас есть идея. Вы пришли к человеку, у него есть деньги. Окей. У него есть деньги, у вас есть идея. Дальше что? Кто будет эту идею реализовывать? Вы? Нет, вы не умеете. У вас не было подобных проектов. Он? Нет. Потому что если он будет вместе с вами реализовывать, то когда он будет зарабатывать деньги, у него задача иная. У него задача не стать популярным, не стать, там, не знаю, звездой Ютуба. У него задача заработать и приумножить, и продать. То есть очень часто инвесторы покупают долю в бизнесе не для того, чтобы быть владельцем этого бизнеса, а чтобы потом ее выгодно перепродать. И вот есть такое понятие, как 10 проектов. Я не редко его говорю. Как это звучит? По моему опыту, из 10 каналов, которые я сделаю, выстрелит только один. И вот этот один принесет мне столько денег, которые окупят инвестиции, которые я сделал в остальные 9 каналов. Примерно так считают и инвесторы. Я этот принцип взял именно из их бесед, их уроков, общения с ними. Они инвестируют, допустим, в 10 проектов, но хотят поднимать. У них, если в проекте нет перспективы на 10 иксов, то есть приумножить объем инвестиций в 10 раз, они даже не смотрят. Ваши там в этом году мы поднимем 20%, в следующем поднимем 20%. Неинтересно вообще. Им интересно масштабирование кратное. Это они инвестируют не в бизнес, а в некий стартап, который может расти и размножаться, масштабироваться, несколько раз. То есть сегодня у вас выручка, доход, допустим, выручка с рекламы 100 тысяч рублей, через 5 месяцев миллион, через 10 месяцев 5 миллионов. То есть вот так они это любят, так это смотрят. А если у вас сегодня 100 тысяч рублей, а завтра через месяц будет 120 тысяч рублей, это не к ним. Вывод. Когда не стоит искать инвестиции? Не стоит искать инвестиции в двух случаях, которые самые частые. Когда у вас есть какая-то идея, супер идея, забудьте и делайте канал, делайте уже прототип. А вторая проблема – это то, что вы думаете, что у вас уже есть канал, но который пока не приносит денег. И чтобы получить деньги, вам нужны деньги. И вы думаете, такой вот вы умный, мощный, найдите какого-нибудь дурачка, который инвестирует в ваш канал. Но проблема в том, что даже при том, что вы сами верите в успех вашего канала, инвестор верит только цифрам. У него есть цифры. То есть в этом году, то есть в этом месяце мы заработали 100 тысяч рублей. В следующем месяце мы заработаем 200 тысяч рублей. Но если мы увеличим это видео, охват, посев, привлечем это, мы заработаем миллион. Для этого нам нужно, допустим, 5 миллионов рублей, условно. Смета по этим деньгам. Потому что, опять же, если вы думаете, что вы такой придете наивняк и к инвестору, и он такой: сколько надо вам денег? Вы такие: 10 миллионов рублей. Сейчас пересчитаю. И пойдет считать. Нет. Вам дадут деньги под что-то, не под вашу, допустим. То есть вам надо купить рекламу, допустим, у топовых блогеров. У каких блогеров? Где договора с ними. То есть и уже со счета инвестора при всех возможных договоренностях пойдет оплата. То есть вы живых денег даже не пощупаете. От слова вообще. Может быть, вам купят компьютер, но не так, что, мощный системный блок или монтажную станцию, но не так, что, сколько вам надо,
надо 2 миллиона рублей на компьютеры. И вы такие, держи. Нет. То есть вы дадите счет-фактуру, и вам после проверки ее оплатят. И там не будет ни одного слова отката, типа там, да, там на печеньки, на кофе, времена эти прошли. Поэтому, друзья мои, 3 момента, когда вам деньги искать даже не надо. Если первый момент, это если есть идея. Второй момент, если у вас есть канал, который не приносит деньги. Третий момент, когда у вас есть канал, который приносит деньги, но вам нужны деньги на создание имиджа успешного блогера. Или там на какие-нибудь там, не знаю, вот не на масштабирование, не для получения других денег. Есть огромное количество других нюансов, но это основные, которые я сейчас знаю. Если у вас все же осталась капля терпения, и вы досмотрели это видео до конца, и хотите предложить свой канал людям, которые заинтересованы в поиске интересных, креативных, перспективных авторов, пишите под этим видео, заполняйте форму, и если ваше предложение будет интересным, то есть мы такой своеобразный фильтр, да, отсева, мы покажем людям, которые действительно заинтересованы и которые действительно готовы масштабироваться вместе с вами. Пара-барабам. Понятно объясняю? Сколько мы уже в эфире? 41 минута. 1 ноября 2020 года, воскресенье, прямой эфир, который мы ведем на берегу этого чудесного водохранилища. Солнце светит прямо. Итак. Какую долю обычно выкупают инвесторы в вашем канале? Друзья мои, если вы хотите найти консультации и инвестиции для своего канала, если вы сделали действительно классный проект, если вы хотите, чтобы ваш проект развивался при помощи, быстро развивался, и хотите найти инвестора, хотите найти того, кто инвестирует в ваш канал, то не забывайте подробно заполнить форму под этим видео. А я отвечаю на вопрос, какую долю обычно выкупают инвесторы. Ответ универсальный. Максимальную. То есть максимум, что вас можно выжить, с вас выжмут. И это будет такая песня в одну калитку. То есть потому что у него есть деньги, и он грамотный игрок. Очень часто инвестор в вашей жизни появляется первый и, может быть, последний раз. Уже более опытные стартаперы, они умеют разговаривать, готовить спичи, они знают, они как хитрые лисы. Вы поведетесь на элементарной, когда он скажет: я куплю у вас там 90% вашего проекта за 20 тысяч евро. И у вас челюсть упадет на пол, вот вообще вниз. Потому что вы ожидали, у вас в голове было, что вы продадите ему 5% за 50 тысяч евро. А тут эта жирная скотина, так думаете вы, предлагает вам 5, там, не знаю, 20 тысяч евро за 90% вашего проекта. То есть он, в принципе, берет вас в рабство. Но он точно знает, что в вашей голове борется демон нищебродства и перспективы. И очень часто, когда он, опять же, точно знает, потому что у него уже хватка акулы, он уже опытный чувак, он знает, что вы на подсосе. Он знает, что вы в Фейсбуке написали сообщение, что вы хотите, сдаете квартиру, потому что переезжаете в комнату. Он знает, что у вас нет бабла от слова вообще. И он знает, что если он сейчас вам не даст денег, то вы просто закроетесь. И вот когда вы говорите: я согласен, даже вот уже он уже к дверям подходит, открывает ручку, и вы говорите: стоп, я согласен, он говорит 95. Потому что 90 было вот там.
И здесь у вас начинает такая быть совсем-совсем тяжелое решение. Почему? Потому что вы не ожидали, то есть вы думали, что вы встретите друга, коллегу, человека, который поверил в вас как в автора, который увидел в вас, ту самую звезду Ютуба будущую, и готов инвестировать в ваше развитие. Это, можно сказать, папа вашего проекта, папа, которого у вас никогда не было. А это оказался злой волк, которому вы протянули палец, а он откусил вашу руку по локоть. Жизнь такова, друзья мои, что инвесторы – это злые акулы в мире бизнеса. Потому что у них задача не только заработать, они уже заработали, у них задача приумножить. И вот когда я слышу слово «инвестор», я понимаю другое слово, которое называется «это бизнес ничего личного». Это люди без страха и упрека. Это люди без каких-то там, не знаю, они на морально-волевых вас так нагнут, что вы после разговора с инвестором, а я знаю, что это такое, выйдете, и ножки будут трястись, и спинка будет вся в поту, и ничего вы не получите. Потому что после разговора это происходит такое моральное изнасилование. Так вот, многие, когда ищут продюсеров YouTube-каналов, они почему-то считают, что есть некие продюсеры, которые готовы за 5, ну ладно 10, но максимум 15% работать на их светлое имя, на их личный бренд, развивать их чудесный канал или там курсы или онлайн-школу и заниматься мастурбацией. По-другому это дело не назовешь. Ставки таковы, что вам, вот если вы еще не знамениты, если вы еще не растете вширь и вглубь, то максимум, на что вам стоит рассчитывать, это на 30%. 30% это все, что останется у вас. И это будет в лучшем случае. Не тешьте себя иллюзией, не смотрите сериалы, там, не знаю, миллиарды, там, либо там стартап-шоу, где предлагают 5, 10, 15%. Нет, это все для лохов, это все для нищебродов, это шоу. Правда такова, что вам начнут с 70%, это в лучшем случае. А потом будут доп. Условия, а потом будут доп. Договора, а потом будет доп. Соглашение. И на этих доп. Если у вас останется 10% от вашего канала, то радуйтесь. По сути, инвесторы покупают себе команду и привязывают вас к этому. Они привязывают вас договорами, там, всеми. Почему? Потому что в случае, если он выиграет, ну, если у вас канал стрельнет, он получит и деньги, и канал, и рост денег. А если проиграет, он получит вас в качестве должника, который должен ему эти самые деньги. Поэтому рассчитывать, что там все такие дурачки, которые все такие, где бы мне найти какого-нибудь автора канала, я бы ему дал бабла, и он бы там приподнялся. Нет. Другое дело, что вы верите в себя. Вы верите в себя, в свою такую значимость, в свою такую исключительность. Но это все выдумали вы сами. Ну, я не спорю, вам мама, наверное, в детстве говорила, что вы самые лучшие, там, что вы талантливый, что вы там прямо звезда, и вы в это верите. Но, друзья мои, правда очень жестока. И инвесторы выкупают максимальную долю. Если вы хотите предложить свой канал действительно настоящим инвесторам, заполните максимально подробно ссылку, форму под этим видео. И, подчеркиваю, если нашим редакторам, и мне в том числе, покажется ваша идея, ваш канал интересным, перспективным, то мы покажем его людям, которые заинтересованы. Пора барабам. Час уже идем. Итак,
Итак, друзья мои, если вы затеяли классный, масштабный, интересный видеопроект, у вас классный канал, который уже приносит деньги, он уже готов к масштабированию, и вы хотите получить консультации по его развитию, по его масштабированию, а также получить инвестиции, не забывайте писать, заполнить форму под этим видео. А в этом ролике я расскажу о том, какие вопросы обычно задают инвесторы авторам канала. Откуда я это знаю? Потому что я присутствовал на 6 таких спичах, на 6 переговорах, назовем это так. И когда я присутствовал, у меня челюсть упала на стол, благо это было виртуально, и этого не видели, что я присутствовал в качестве зрителя и в качестве консультанта со стороны инвестора. Я ожидал чего? Что там будут серьезные дядьки, там будет серьезный разговор. Я готовился, там сделал себе кофе, бутерброды и готовился к минимум часовой. То есть меня оплатили на час. То есть мне оплатили часовую консультацию, мне объяснили как, что, где, куда, и мое время купили на час. Таких, как я, было 12. И я ожидал чего? Я ожидал того, что там будут вопросы, там, расскажите о себе, как вы к этому пришли, а кто у вас в команде, какие у вас есть идеи, какие у вас есть планы, как вы думаете вот так, а кто ваш конкурент, а как вы будете конкурентов этих обходить. Вы тоже этого ждете. Но правда такова, что вопросы будут идти не такие. Они будут идти совершенно не такие. И первый вопрос, он звучит так, то есть у кого-то он звучал грубее, у кого-то более мягче. Но суть вот передает это. Там, Василий, расскажите, почему ваш канал не является унылым говном, и докажите это. И когда Василий, просто получив такую, это даже не пощечина, это помордина, он-то ожидал, он там приготовился, то есть, а это выбивает вообще из колеи, то есть у него все заготовленные его ответы уходят в никуда, и он начинает блеять, с ним сразу спасибо, нам все понятно, до свидания. Те люди, которые проходят там, допустим, такой этап, то есть они заходят дальше уже, у вас вопросы будут идти, зачем вам деньги? И у вас должен быть не просто там на развитие, а сколько, куда. А третий момент, третий такой пул вопросов, это вопросы, как вы будете масштабироваться, при помощи чего вы будете масштабироваться. А дальше прилетает вопрос, условно, про команду, почему вы не делаете это сами. То есть и вопросы приходят, то есть вот реально, друзья мои, вы будете чувствовать себя на допросе, причем сзади будет стоять проктолог. Палец его будет в вашем заднем проходе, и спереди будут очень жесткие глаза. Причем атмосфера будет такая, то есть я даже ее не ожидал. То есть, когда я говорил с теми людьми, кто представлялся инвесторами, я думал, что это такие лояльные люди, они очень веселые, смеются, улыбаются. Там это жесткие переговорщики. К чему я это говорю? К тому, что вопросы будут разные, но суть у них будет одна. Это понять, насколько вы жизнеспособны и насколько вы являетесь тем самым лидером, которому можно доверить приумножение этих самых денег. Все остальное их не интересует, ни ваша личная история, личная трагедия, личная победа, либо ваши достижения от слова вообще. Ваши идеи, можете ими потереться, их никто не будет слушать. У них время стоит денег, и денег причем больших. Поэтому, друзья мои, если вы хотите подготовиться к разговору с инвесторами, не забывайте заполнить форму ниже, прийти к нам на консультацию, и мы вам расскажем более подробно, даже покажем те вопросы, которые инвесторы задают в случае,
прохождение успешно предыдущих. То есть вопросов всего около 80, поверьте. То есть там есть вопросы очень простые на первый взгляд, но с очень глубоким таким подвыподвертом, по-другому это не назовешь. Поэтому, если вы в поисках инвестора и хотите найти человека, который поможет вам развивать ваш канал, а вы поможете ему увеличивать его прибыль, заполните форму и приходите к нам на консультацию. Пара-барабам. Опять носит. А волны были большие? Корабль плыл. Так, еще пару вопросов. Час уже идем? Лет 5. Итак, я сейчас, наверное, распугал весь стрим. И весь ролик распугал людей. Они-то ждали, что я скажу, типа там, давайте так, давайте свои, готово, бабло есть, там, да, куда тратить. А тут такие пришли, и алло, гараж. Дальше. Ну, давайте завершим вопросом, как привлечь инвестиции для создания канала. Друзья мои, если вы хотите найти себе людей, команду, которая поможет вам запаковать ваш канал, которая поможет вам подготовиться к собеседованию с инвестором, возможно, самому главному собеседованию в вашей жизни, то не забывайте прийти к нам и оставить заявку в формочке ниже. Если вы хотите, вот очень часто бывает так, что люди, которые ищут и находят совсем не то, что искали. То есть очень важно найти не просто деньги, а очень важно найти того человека, который будет жизненно заинтересован в развитии вашего бренда, вашего канала и привлечении еще больших денег. Поэтому давайте я вам сейчас отвечу на самый частый вопрос, который у нас есть. Я его оставил напоследок, чтобы я уже не сильно устал. Он так и звучит. Да? Это как привлечь инвестиции для создания канала. Друзья мои, чтобы привлечь инвестиции, вы должны быть, слово такое замышленое, перспективным. То есть вот чтобы вам было проще, вы должны быть перспективным футболистом, который играет в какой-то юношеской команде и несет какие-то там интересные показатели. Вы должны быть перспективным шахматистом, который выигрывает матчи. Вы должны быть перспективным человеком, автором, в котором специалисты, профессионалы рассмотрят именно эту перспективность. Бегать с идеей и рассказывать всем о том, что у вас есть чудесная идея и вам не хватает денег, это зря потраченное время. Ну, я, по крайней мере, не знаю, а я знаю многих людей, которые пытались найти и нашли что-то вот в таком формате. Почему? Потому что люди, которые действительно имеют деньги и готовы инвестировать, они не разбрасываются ими. Многие недооценивают этих людей. И поэтому, чтобы заинтересовать инвестора, создавайте свои каналы, живите ими, создавайте команды. Потому что если у вас не будет команды, привлечь инвестора – это так себе история, потому что и у него будет головняк создания команды, у которой может не получиться. Потому что проект делает не автор, а проект делает команда. Команда, которую собрал автор, либо команда, которую собрал продюсер канала. Это очень важный момент. Потихоньку начинайте креативить и создавать команду. Начинайте писать план, мечтайте. Многие из вас не мечтают, многие из вас даже не помышляют о том, что они могут делать классные каналы, которые будут зарабатывать миллионы или там сотни миллионов рублей. Многие не мечтают
создавая один какой-то проект и бьются в стену. Пробуйте, экспериментируйте. Потому что когда вам кто-то говорит, надо больше стараться, это может быть и правдой, и неправдой. Может, надо чаще меняться, надо чаще менять фокус, надо чаще менять направление. Но я точно знаю одну мысль, что если вы будете зациклены на поиске инвестора, он никогда к вам не придет. Ну, только во сне или в сказке, либо в вашем пьяном угаре. Почему? Потому что инвестор, как рыба, это крупная рыба, которая приходит на добычу. И чтобы к вам пришел инвестор, хороший инвестор, вы должны быть тем перспективным проектом, в который поверит не только он и все окружающие. Но у этого предложения есть второе дно. На своем опыте вам скажу. У нас был проект, и к нам пришел инвестор. И он предложил нам сумму, ну, условно, 100 тысяч. И мы возрадовались, и даже хотели согласиться. А спустя год, когда мы отказались, к нам пришел другой инвестор, и сумма была уже на порядок выше. То есть, если вы перспективный проект, и вы сможете затянуть пузо свое, затянуть ремень, затянуть свои желания, хотелки и сделать это сами, то не надо искать инвестора. Потому что деньги инвестора – это самые дорогие деньги. Деньги инвестора – это то, что даст вам мнимую свободу. Потом это будет кабала. Это будет кабала, и когда вы сам себе хозяин, сам себе автор, сам себе креатор, и вы не подчиняетесь никому, вы сами принимаете решения, это дорогого стоит. Просто пока вы этого не понимаете, пока для вас, вы думаете, что пока для вас инвестор является неким таким спасительным кругом. Но остановитесь и подумайте, может быть, вам переехать с шикарной квартиры в коммуналку, может быть, вам стоит продать машину и пересесть на троллейбус, может, вам стоит ограничить свои капучино, круассаны и перейти на упрощенный режим питания, чтобы лишние деньги инвестировать в свой канал. Станьте сами для себя инвестором своего канала. Потому что если разбираться глобально, то именно вы с первых минут создания вашего видео являетесь инвестором вашего канала. Если у вас есть вопросы, и вы хотите предложить свой канал для рассмотрения себя или прийти к нам на консультацию, то задавайте их под этим видео. Пара-барабам. В чате вопросов не было. Ну, давай завершаться. Друзья мои, спасибо, что посмотрели, спасибо, что пришли, спасибо за внимание. Тут замечательные виды, а мы пойдем и отдохнем. Пора-барабам.